Здравствуйте, вы на канале Голос Анха, с вами как всегда Хабиб. И в сегодняшнем видео я расскажу про ближайший опасный переход Венеры в знак Скорпиона. Венера в Скорпионе крайне разрушительна. 23 сентября ее энергия резко изменится, что негативно скажется на нашем психическом и физическом здоровье. Постарайтесь не переусердствовать в этот день и в течение следующих 3 недель. Венера — покровительница любви. Эта планета управляет энергией и настроением человека. Поэтому ослабление силы Венеры может иметь весьма негативные последствия для многих из нас. Астрологи многое знают о силе Венеры, ведь это одна из самых близких к Земле планет. Влияние Венеры на людей очень специфично. Ее переход в знак Скорпиона 23 сентября будет очень болезненным и пагубным для большинства людей. Это будет не самое легкое время в делах. Венера будет находиться в Скорпионе вплоть до 17 октября. Это означает, что Венера будет вносить беспорядок в дела, прежде чем снова вернется в более благоприятное положение. Венера полностью теряет силу и снижает свою энергию до минимума. Скорпион влияет на Венеру негативно и заглушает ее силу. В связи с этим может пропасть уверенность в будущем. Способность забывать неприятные вещи также ослабевает, и мы становимся злопамятными и обидчивыми. Я советую избегать драмы, неверности, ревности, зависти и невольной агрессии. Эти эмоции очень похожи и могут влиять как на любовь, так и на дружбу. Глубокое уважение к окружающим и готовность посмотреть на все со стороны могут помочь ситуации. Как же завязать успешные отношения в сентябре-октябре этого года? Прежде всего, вам понадобится искреннее желание сделать чью-то жизнь лучше и ярче. Конечно, речь идет в первую очередь о любимом человеке и вашей второй половинке. Не ждите, что что-то изменится само собой. Пустые ожидания не принесут ничего полезного. Возьмите ситуацию в свои руки. Извинитесь, если обидели партнера, и простите тех, кто своим поведением показал, что понимает ошибки. Это непростое время, но это не значит, что все обязательно будет развиваться по негативному сценарию. Пока Венера слаба, любовные вопросы нужно брать в свои руки и не ждать чудес. Для тех, кто ждет любовь, новые знакомства могут принести плоды. Для этого необходимо терпение. В периоды слабой Венеры друг к другу будут притягиваться только те, кто наиболее близок по духу и энергетике. Это значит, что если вам суждено встретить настоящую любовь, то это произойдет именно в эти 2 месяца. Избегайте импульсивных поступков. Тщательно обдумывайте каждое действие, каждое слово после 23 сентября. Иначе неприятности будут повторяться с завидной регулярностью. Тельцы, весы и рыбы будут испытывать наибольшие трудности, когда Венера перейдет в знак Скорпиона. Овнам, девам и Скорпионам стоит сосредоточиться только на том, чтобы взять себя в руки, не полагаясь на положительные случайности. А на сегодня это все и помните. В следующем месяце, 17 октября, Венера войдет в знак Стрельца, что положительно скажется на ее энергетике. Пока же будьте осторожны в своих желаниях и берегите здоровье. В любви ревность может вспыхнуть 23 числа и в конце сентября. До новых встреч!